Привет, друзья! С вами Ева. И это третья часть моего скандинавского путешествия. Я в Копенгагене, в Дании. Это мой первый визит в эту страну. Все было просто безукоризненно, идеально, просто вкусно. Так давно вкусно я не ела. Даже салат из аэропорта только что купленный в 7-Eleven был классный. Я остановилась в Вилли Копенгаген. Я погуляла, поела, сады, библиотеки. В общем, просто изумительно. Я обязательно вам советую сюда приехать в Копенгаген. Это что-то между, знаете, Парижем и Лондоном. Если убрать из Лондона все, что не нравится, и добавить в Париж немножко Нидерландов, то Амстердаму получится идеальное место. Вот, поэтому Копенгаген просто 10 из 10. Вот, и сегодня, прямо сейчас, я сижу в аэропорту. У меня, видите, что у меня написано? Фин Эйр. Я лечу в Хельсинки. Я в Финляндии буду первый раз. Тоже будет путешествие просто на 5 звезд все. И отель, и ресторанчики, все как я люблю. Поэтому меньше слов, больше дела. Полетели. Удивительное рядом, смотрите, Blueberry Juice сервирует Финэйр. Очень достаточно, кстати, вкусно. Первый раз в жизни пью Blueberry Juice, черничный сок. Класс. Что, летим? Привет, Хельсинки! Что? Только вышла из самолета. Я в Хельсинки сразу же одела. В Копенгагене я была в футболке, вы видели. Сейчас куртка, потому как я вышла с трапа, я уже поняла, что здесь северная страна и будет очень прохладно. Класс. Ну что? Вот я вижу, все уже туда идут. Надо двигаться за потоком. Ну что? Привет, Хельсинки. Привет, Финляндия. Я тут первый раз. На 3 ночи. Класс, погнали. Как мне нравятся все скандинавские аэропорты. Они все такие стильные, все такие дизайнерские. Очень интересные, классные кафешки. Ну, в общем, действительно, прям приятно находиться в аэропорту. Все очень удобно. Везде вход был по QR-кодам, по каким-то принтам. Ну, то есть вообще ты не стыкуешься с людьми, ты максимально быстро все проходишь. В общем, просто супер идеально. Класс. Впечатление супер. Хельсинки. О, тут какой-то... Ой, я подумала, бульдозик. Не бульдозик. Какой-то зеленый оазис. Люди встречают кого-то с шариками, с цветочками. Такая красота. Ну вообще. Вау. Впечатляюще. То, что как только ты выходишь из аэропорта, тут же ты садишься на поезд, 10-15 минут, и ты в центре города. А мой отель всегда в 5 минутах от train station, что очень удобно. Собственно, что и облегчило мою поездку. Класс. Есть чем заняться на этом длинном эскалаторе, посмотрите. Вау. Первое впечатление. Он какой романтичный. Здесь как раз фильм я смотрела только что Book Club. Если вы не смотрели, как женщины путешествовали в Рим, супер. Вау. Еще один эскалатор. Это что-то нереальное было. Вау. Класс. Я такой первый раз вообще в жизни встречаю. Так, просто держу багаж, чтобы ничего у меня не упало от восторга.
Да, я уже всегда, когда только у тебя такое нереальное впечатление в аэропорту, это означает, что город будет удивлять бесконечно. Вау, а как вам остановка Train Station? А, ничего себе. Так, здесь, я так понимаю, мы сейчас с вами будем покупать билет. Та-да-да-да-да. Так. Ну что, теперь, по-моему, здесь все работает. Так. Select Zone. Так. Иванта, ABC, Хельсинки. Ну, мне кажется, вот это получается ABC у меня, да? One, да. То есть 4,5 евро. Супер. Так, waiting for the card. Все, платим. Первое впечатление от Хельсинки вокзала. Верните меня обратно. Верните меня в Копенгаген. И, конечно, эта электричка такая. То ли я уже какие-то куча каких-то маргинальных подростков. Все какие-то полупьяные. Короче говоря, впечатление такое. И нету скоростного какого-то private поезда. То есть, если ты едешь на обычной городской электричке, 30 минут. Ну вот и представьте, там контингент. От людей, которые едут из аэропорта, до подростков, которые едут тусить. Бомжей и так далее. А, у них тут сегодня какой-то Happy Pride. Тут у них какой-то просто все wild сегодня. Так, ну что? Фу. Ну ничего, наружу уже как-то поприятней. Вокзал производит не очень приятное впечатление. Именно из-за того, что там нету поезда быстроскоростного. Ну ладно, ничего, сейчас пойдем в мой отель. Там-то у меня все будет красиво. Вот, собственно, вокзал. Вот, собственно, улица моего отеля. Много тусующейся молодежи. Но как-то вот в Осло, в Копенгагене не было такого прям дикого, бурного, грязного пьянства. Как-то все там было цивильненько, знаете, как-то так. Это все миленько, все как-то так. Ну, как-то. Ну, просто, видимо, лучше Копенгагена в этом мире ничего нет. В полночь в Хельсинки жизнь, я так понимаю, только начинается. Тут прям вау. Я еще пока не знаю, где прям центр, но здесь прям молодежь, клубы, тусовки. Просто вообще совершенно другая жизнь. Ну что, добралась, вот мой отель Камп. Вывод один. На обратном пути я беру такси. Никакой прогулки до этого вокзала. Не хочу даже заходить в этот вокзал. В общем, нет, берите такси, честно. Ну, как бы, сразу же убиваю все впечатление от города. Ходила эта стройку, оказывается, эта стройка, это мой отель. Написано, что we are open as usual. Reverse of the legend. Это, конечно, классно. Но как бы жить в стройке 3 дня вообще не хотелось бы. No way. Только не это. Пожалуйста. Нет. Та-да-дам. Ну, холл красивенький. Надеюсь, все-таки не будет стройки. I just almost cried when I saw that you were under construction. My heart stopped. Так, у меня шестой этаж. Ну что, прибыли? Говорят, что стройка не помешает нахождению в отеле. Ну что, посмотрим, что там у меня за рум. Ну да, отельчик такой же, поживший. Это понятно, что они уже делают реновейшн. Ну, это история. Отель с историей. А что вы хотели? А что мы хотели? Отель с историей. Так вот, ладно, у меня какой? 622. Супер, это сюда. Так. Ну да, видно, что это... Мне кажется, нет, это еще не renovated. Не похоже на то, хотя, может быть, в этом такая задумка.
Хотя не, знаете, наверное, реновейты, потому что пахнет красочкой. Красочкой-то пахнет. О, супер, не сильно далеко от лифта. Ну что, та-да-дам! Дело сильно за полночь, и я прибыла в свой отель. Ну что, давайте смотреть, что тут у меня. Как тут? О, ну шик и блеск, и красота, и большой номер. После моих крошечных номеров в Копенгагене. Это было вау. Так, и вок полистать, ну красота. А теперь давайте так. Ой, вид у меня на дворик. Ну супер. Ну что, мне кажется, очень мило. Смотрите, как все по-королевски, элегантно. Красота. Ну, для 3 ночей идеально. Ну что, приземляемся, расчехляемся, назад едем на Убере однозначно. 10 утра. Первое утро в Хельсинки началось. Да, кстати, я взяла обогреватель, потому что холодно. Утро началось с грозы, невероятного ливня. И пока я проверяла в телефоне все места, куда хотела бы попасть, вдруг закончился дождь и даже немножечко просветлело. Буквально за 10 минут. Да, видите, вот отельная реставрация, конечно, немножко портит впечатление. Но ничего. Это у меня очень красивый номер. Пока я с чатом GPT продумывала план на сегодня, дождь кончился. Вы смотрите. И абсолютно голубое небо. Это вообще возможно? За полчаса погода полностью поменялась. Красота. Но мне как-то этот вид не нравится на двор. Закроем его. Без вида гораздо уютнее. Посмотрите, какая красота. Номер шикарный, мне очень нравится, очень уютный, огромный. Тут можно танцевать просто вальсы. Ну что, первое доброе утро в отеле Камп. Закрыла шторы, погода не нравится мне за окном. Вы знаете, разглядываю этот отель. И на самом деле этот отель представляет 1887 года, насколько он старинный. Это на самом деле легендарный отель, потому что, во-первых, это самый люксовый отель с такой давней историей, то есть он очень давно здесь, в центре города, здесь до сих пор проходят всякие мероприятия. Самое главное, что здесь оставались просто практически все мировые звезды и знаменитости. Здесь жила Мадонна, Билл Клинтон, Далай-Лама. Ну, в общем, это такой отель, в котором останавливались все, кто только возможно. Смотрите, здесь герб какой красивый, видите, вышивка такая везде, на полотенечках, на подушечках, на постельном белье, на всем, в общем. Очень классно. Приятно находиться в таком отеле с такой историей. Посмотрите, какой огромный номер. Класс. Ну что, сборы на завтрак. Сегодня захотелось такого лука Total White. Прям под стать этому отелю. Вы знаете, шторы не открываю, потому что такой красивый, интимный свет. Такой вот он мягкий. Я так люблю вот такой приглушенный свет в отелях, в номерах. Ну, а я иду на роскошный завтрак в этом легендарном отеле. Посмотрим, чем там кормят. Прекрасные холлы в отеле. Вообще предвкушаю завтрак. Мне кажется, он будет просто королевским. Класс. Если бы не стройка за окном, это было бы просто вообще изумительное первое впечатление от этого отеля. На самом деле завтрак, подача, сервировка — это, ну не знаю, на мой взгляд, это половина успеха в отеле, поэтому сейчас все узнаем. Yes, please, капучино. Интересно, эрия для завтраков в таком современном стиле скандинавском. Вот так вот. Good morning. You're welcome to enjoy breakfast. Blah blah. An experience for both locals and visitors alike. And breakfast with like local dishes. Ну, короче, понятно. Так, что, посмотрим. Ладно, посмотрим, что там есть.
Блюберис. Я смотрю, что здесь все с блюберис. Интересно. Семга, креветки, рыба, сыры, фрукты. Окей, салатик. Но я сейчас начну есть максимально чистенько, потому что после Копенгагена, конечно, мне кажется, у меня уже аллергия. Меня замучает. Ну что, мой завтрак. Давайте посмотрим, что я взяла. Взяла кейл салатик, маракуйя, капучино. И взяла хлебушек, семга, креветки. Все взяла не сырое, потому что немножко разгрузить организм более спокойной едой. В общем, такой здесь ресторанчик. Немножко как-то эти стульчики упрощают атмосферу, на мой взгляд. Можно было бы сделать гораздо более изысканно, но достаточно приятно. Так, а что он у меня на десерт? Драгонфрукт. Взяла попробовать. Очень выглядело классно. Клубничное варенье с круассаном. Passion fruit. Капучинка на овсяном. Красота. Сейчас будем пробовать. Интересно, кстати, капучино всегда очень на овсяном показательно, насколько вкусно кофе или нет. Класс. Хорош. Не знаю, если здесь еще какое-то помещение для завтраков, но это пространство производит для меня жуткое впечатление. Все, во-первых, черное, подвальное, нету окон. Мне кажется, это недостойно уровня этого отеля. Начинаю скучать по своему отелю в Осло, Америка Линджен. Настроение улучшилось. Я только что подошла на ресепшн, говорю, даже сауна не работает, лобби, ничего нету, никакой красоты. Он говорит, а вы знаете, а у нас есть Алла Спул, и у нас это комплиментарий вход. То есть это, помните, как вот в Осло, тоже такая набережная, бассейны, там купаются. Ну, я вряд ли буду купаться, такой холод, но хотя бы просто зайти в такое красивое место, что-то такое прям финское, что они любят сауны. Надо сходить завтра вечером. Зарезервировала, пойду. Хельсинки, давай по тебе гулять. Гортензии тут. Красота. Ой, это мне напоминает мой любимый в Харькове отель Найдин с этими кружками. Прикольные какие. Класс. Ну что, пойдем гулять. А Хельсинки. Ой, после дождя такая приятная свежесть. О, сразу же всякие украшения, красота. 300 лет я не видела луж. Класс, город после дождя, брусчатка, каштаны, липы. Ой, класс. Как пахнет. Красота. Какой красивый бульвар. А вот и мой отель. Смотрите, на реставрации. Ну, хотя бы часть фасада видна. Видите, какая масштабная стройка. Такие интересные первые впечатления от Хельсинки. Понятно, что это самая нарядная, самая роскошная улица этого города с бутиками, с отелями. Но, знаете, у меня такое ощущение, что я или на Хрещатике, или на Сумской. Такая вот красота. Ой, там уже виднеется залив, море. Как красиво. Правда, такое ощущение, что я спустилась с Андреевского спуска. Как красиво. Набережная. Всякие туризмы, туристические лайнеры. Какой-то фудмаркет. Пахнет едой, картошка везде. Везде семга и картошка. Куда ни пойди, везде картошка и семга.
Сосисонки. Ага. А тут что? Тоже семга. Всякие анчоусы. О, вот порядок цен. Ага. Например, семга. What is that? She like explained it to me. Because I asked her, Thank like, you. yeah, I asked her, like, oh, is Julia gonna come back? And she was like, no, Julia's gonna. Вкусно. Then I explained to like, It's good to beer. Together with beer. Yeah? yeah. Like snack. Thank you. С пивом. Хорошо, как в детстве. Да, разгар лета, а тут тебе просто и лисы, и шкуры, и шапки, ушанки, и всякие уги. Вот такое вот оно лето в Финляндии. Ой, красота. Ой, мне вот это нравится. Сколько она там стоит? 300 евро. Да, такое вот оно лето здесь. А, местные, смотрите, в футболочках, как обычно. Местные в футболочках, туристы в куртках, капюшонах и шапках. Вот этот Алас ресторан, эти Алас Пул, куда у меня есть резервейшн. Вот. Сауны. Поскольку в моем отеле реновация, они предложили доступ бесплатно сюда, в Алас. Здесь сауны, бассейны, набережная. А вместо цветочков на клумбах, посмотрите, такой вот суровый зимний набор. С первого часа моего пребывания в Хельсинки, прогулки, сразу же понятно, что ни в Осло, ни в Хельсинки жить бы я точно не смогла и не стала. Как-то здесь очень, знаете, не только в плане температуры холодно, в плане ощущений. Все очень так промышленно. И, собственно, одна только улица центральная, она действительно такая, знаете, впечатляющая и классная. О, тут, смотрите, вдруг внезапно, хоп, шезлонги тут. Странно, наверное, забыли убрать. Сегодня был дождь. Да, они насквозь мокрые, но забыли убрать. Красота. Такой свежий воздух, зимний. Класс. Красивые пустынные улицы в этой части города. Старинная архитектура.
Шла-шла. И что-то я тут такое увидела. О, интересно. Какой там дворик. Даже не знаю, что это такое. Может быть, какой-то отель или общежитие. Похоже, что отель. Тут такой полуспальный район на этом островке. Абсолютно такой утилитарный, безжизненный. Смотрите, как пусто. Воскресенье. Дубовая аллея. Как вам эти ветра? Хельсинки. Впечатляет, правда? Так вот. Озеленение вокруг домов. Посмотрите, елки. Ну, какой впереди красивый мост. Течение такое сейчас спасает. Этот район называется Катажановка. Ветер, конечно, просто надо быстрее уходить с набережной, потому что опасно, честно говоря, можно просто продуть. Смотрите, какое течение невероятное. Сейчас подойду поближе, вы просто обалдеете с этого течения. Смотрите, вау! Обалдеть! Обалдеть! Вау! Вау, как далеко я зашла, посмотрите. Ну такой здесь сильнейший ветер. Вау. Красиво. Сурово, красиво. Северно. Невероятно. Просто выматывающий. Если бы, наверное, не такой ветер, сейчас я вам покажу, где я уже. Наверное, у меня не было такого бы острого впечатления от Хельсинки, от ее набережной. Посмотрите, где я сейчас нахожусь. Во-первых, вся набережная — это шиповник. Видите, какая там красота. На самом деле очень красиво. Там уже виднеется архитектура такая старинная, такие в модерне, в классицизме дома. Очень красиво. Но видите, какой вообще ветер. Вау. Везде цветет шиповник и роза. Такая красота. О, видите, наконец-то я дошла. Интересно, что это тут такое? Вау, какая красота! Ну я уже чихаю и просто мчусь куда-то в тепло. Я не могу даже описать. Это взматывающий ветер. У меня просто все тело болит. Боже, ну какая красота! Как красиво! Ну как сурово! Вообще, я не знаю. Это прям реально в такой ветер. А вы только посмотрите на этот открыточный кадр. Просто открытка. Красивая открытка из Хельсинки. Самая красивая, мне кажется, часть города здесь. Вау. Какая красота.
Это что там за пес? Как волк. Практически северный волк. Вдоль набережной рестораны. Я знаю, что какие-то с Мишленом, и просто у них есть вот эти сет-меню, которые во всех скандинавских странах очень популярны. Это 5 или 7 блюд практически во всех ресторанах. Так подается еда. Ну, я, наверное, вечером сюда не приду. Я представляю, какой здесь будет ветер. Лучше что-нибудь рядом возле отеля перекусить. Украинский флаг, кстати говоря, на центральном вокзале, куда я вчера и прибыла. Вот тут какой-то фудкортик, ресторанчики. Класс, очень стильно. С удовольствием бы посидела где-нибудь здесь на терраске. Но я даже не могу вам передать, потому что этот ветер как будто минус 10. Кайф. Но погода, если солнечно, в кадре, мне кажется, выглядит, как будто бы сейчас жара и лето. Обманчиво. Какое стильное пространство, класс. Вау. Видите, как я хожу в очках, в капюшоне? Я поняла, почему им всем не холодно. Они постоянно заправляются пивом. Они ходят под пивом. Поэтому им все по барабану. Это погода. А по-другому я не знаю, как можно тут выживать в таком климате. Посмотрите на это. Просто постоянно бушующий ветер. Но солнце, кстати говоря, мне кажется, я сгорела сегодня, потому что солнце очень сильное. Класс. Ой, как красиво. Круто. Собственно, вот этот вот темпл очень известный, современный, в который я шла, но он почему-то, к сожалению, закрыт аж до вторника. Как раз во вторник я улетаю. Вторник в 11 только открывается. Почему-то в воскресенье, понедельник он закрыт. Называется она Кампин Капелли, но, к сожалению, она закрыта. Очень жаль. Такой вот темпл. Чем они занимаются летом, играют какой-то хоккей-футбол. Что-то интересное, я видела такого не было. Очень стильный современный город. И есть, в общем-то, на что посмотреть в плане архитектуры старинной и в плане современных минималистичных сооружений. Вау! Вы видели эти чайки? У меня пролетели, банда. Ну, в общем, классно. Город очень хороший, но действительно здесь сложноватый климат. И это у нас с вами середина лета. Какое великолепное, красивое здание музея. Вау. Очень красиво. Такая прикольная прогулочная велосипедная эрия. Смотрите, на -1 уровне. Класс, идет через весь город.